координация намерения. Человек ощущает себя во власти обстоятельств, ему кажется, что от него мало что зависит. Иногда повезет, и он некоторое время летит на волне удачи. Порой даже кажется, что удача в его руках, надо решительно действовать, и он начинает активно сражаться. Но несмотря на все усилия, вслед за победой зачастую неотступно следует поражение. Люди словно идут дорогой, по бокам которой встречаются высокие холмы и глубокие ямы. Решительные и уверенные в себе люди постоянно сворачивают с ровной дороги и почему-то начинают карабкаться на холмы. Там соблазнительно сияют призы, оставленные маятниками. Иногда в результате невероятных усилий приз удается добыть, но чаще случаются неудачи. В любом случае, оказавшись на холме, человек кубарем скатывается вниз, сбитый с ног ветром равновесных сил. И снова человек чувствует себя беспомощным, ему снова кажется, что от него мало что зависит. Другой тип людей, негативисты, считает, что от них вообще ничего не зависит и предпочитает безвольно барахтаться в ямах худших ожиданий. Худшие ожидания реализуются незамедлительно. Негативисты не просто страдают от своей беспомощности. Они инфантильно отдают свою судьбу в чужие руки. Дескать, на все воля Божия. Они не двигаются по течению вариантов, но и не сопротивляются, а просто барахтаются, выражая недовольство и отравляя вокруг себя энергетическую атмосферу. Единственное, что у них хорошо получается, это реализация худших ожиданий. Поэтому здесь негативисты находят упоение. Хоть в чем-то они правы. Единственное, что они научились делать в совершенстве, это искать и находить подтверждение своему негативному отношению. Такие люди находят в негативе какое-то садомазохистское удовольствие. Они способны любую мелочь превратить в трагедию. Их кредо – жизнь отвратительна, и с каждым днем становится все хуже. Это их выбор, и негативисты во всем ищут и находят тому подтверждение. Уж такие вот страдальцы, и все-то их казнят и наказывают, уж такая тяжкая доля у этих мучеников. Они буквально купаются в негативе и находят в этом удовлетворение. А знаете, почему? Потому что негатив – это единственное, с чем окружающий мир соглашается и идет к ним навстречу. Они находят опору уверенности в том, что их худшие ожидания оправдываются. Иногда негативист случайно оказывается на волне удачи. Некоторое время он доволен и радуется. Но это продолжается недолго, потому что вскоре он начинает крутить головой и озираться в поисках привычной черной полосы. Как же, ведь все хорошее быстро кончается, ведь удача – это ненормально, неестественно. Негативист принимается усиленно искать, как бы зацепиться за черную полосу, чтобы снова оказаться в своей привычной канаве, где все плохо, но зато предсказуемо. Он начинает думать, к чему бы приложить свое недовольство, прислушиваться к плохим новостям, предъявлять претензии, обвинять, требовать. А если требовать нет возможности, тогда он вползает в роль жертвы, которую все должны утешать и успокаивать. Отучить негативиста от привычки находить упоение в самоистязании очень сложно. Это тяжелый случай. Вся беда в том, что он не только себе отравляет жизнь. Трансформируя слой своего мира, негативист тянет в свой жалкий адок своих близких, слои которых на него накладываются. Но вот какой парадокс. Несмотря на то, что негативист кажется беспомощным, он обладает большой силой и использует эту силу на полную катушку. Сила его заключается в твердом убеждении, что жизнь отвратительна и с каждым днем становится все хуже. Твердое убеждение есть не что иное, как решимость иметь, поэтому выбор негативиста успешно реализуется. Негативист действительно делает выбор, и мир действительно идет к нему навстречу. Выходит, человек все-таки не беспомощен и от него многое зависит. Реализация худших ожиданий негативиста подтверждает, что каждый способен оказывать влияние на ход событий. Способен определять сценарий не только во сне, но и наяву. Может быть, для этого требуется всего лишь сменить негативную ориентацию на позитивную. Жизнь прекрасна, и с каждым днем становится все лучше. Однако, подхватив такой лозунг, человек отправляется в путешествие по облакам. Стоит ему хоть на миг усомниться и со страхом посмотреть под ноги,
как он тут же проваливается и падает вниз. Негативное настроение потому и держится так стойко, что человек с самого рождения привык убеждаться, мир настроен против него недружелюбно. На маленького человечка сразу после рождения сваливается агрессивное воздействие огромной силы. Он лежал себе в утробе, и было ему там уютно, тепло и спокойно. Но вот бедного человечка берут и грубо выталкивают из этого комфорта. Он слышит крики матери и, возможно, осознает, что сам явился причиной ее страданий. Вот и заложен фундамент под комплекс вины. Яркий свет бьет по глазам. Хочется зажмуриться и ничего не видеть. Влажное тепло сменяется жестким сухим холодом. Хочется свернуться клубочком и закрыться от всего этого ужаса. Но вот без промедления перерезают пуповину, тем самым грубо прерывая единственную связь с источником жизни. Человечек уже в смертельном шоке. Он задыхается, но еще не знает, что нужно дышать. Его хлопают по спине, нанося пожизненную травму. В его легкие острой бритвой врезается воздух. Дышать больно, но другого выхода нет. Условия поставлены жесткие: либо борись за свою жизнь, либо умри. Невинный и чистый разум усваивает первый урок. Борьба за существование является неотъемлемой частью этого мира. Человечку больно и очень страшно, но вот, в довершение ко всему, его отрывают от матери и заключают в жесткий футляр. Выбившись из сил, он стремится спрятаться от этого мира в сновидении. Так происходит первая встреча с этим миром. Страх, одиночество, безысходность, обида, ярость и полная беспомощность. Это первые уроки, которые жестоко и неумолимо пропечатываются на белом листе разума. Задел, необходимый маятником, сформирован. Недаром такая шоковая практика родов по сей день широко распространена и считается вполне цивилизованной. Редко кому приходит в голову, что подобное рождение представляет собой совершенно кошмарный шок, который оставляет глубокую пожизненную рану в подсознании человека. Ни одно существо в животном мире не испытывает ничего подобного при рождении. Только в единичных и очень дорогих клиниках можно родиться по-человечески. Первые жестокие уроки мира маятников очень хорошо усваиваются и в течение последующей жизни укрепляются все больше. Однажды малыш отпускает руку матери и с радостной и доверчивой отвагой бежит навстречу с жизнью. Но мир маятников показывает, что она вовсе не такая безопасная, и вот, бух, малыш упал. А мама уже беспокоится, как бы он не угодил под машину. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, насколько прочно в человеке укоренилась предрасположенность к негативизму. А добрые намерения позитивизма часто оборачиваются тем, что человек либо улетает в облака и строит воздушные замки, либо собирает все силы для штурма земных крепостей. Что же делать для того, чтобы соблюдать координацию и просто идти по ровной дороге, не шарахаясь в ямы и не карабкаясь на препятствия? Может, требуется сбросить важность и осознанно двигаться по течению. Да, это именно то, что нужно. Но сделать такое довольно трудно, поскольку полностью освободиться от важности невозможно, а двигаться по течению мешает беспокойный разум, который норовит установить контроль над течением и в то же время спит наяву. И все же из этой ситуации есть выход, причем простой, как все гениальное. Нужно использовать привычку разума держать все под контролем и предложить ему новую игру. Суть этой игры заключается в том, чтобы при любом неприятном обстоятельстве проснуться, сознательно оценить важность и изменить свое отношение. Вы можете сами убедиться, такая игра понравится вашему разуму. Принципы игры мы уже рассмотрели, потешная битва с глиняным болваном. Но это еще не все. Сейчас вы узнаете главный принцип координации. Руководствуясь этим принципом, вы сможете добиться такого же успеха в позитивном, какого негативисты добиваются в своих худших ожиданиях. А звучит он так. Если вы вознамеритесь рассматривать кажущееся негативным изменение в сценарии как позитивное, тогда все именно так и будет. Звучит, если не абсурдно, то и не очень убедительно, не правда ли? Что может быть позитивного в явном поражении, и что может быть хорошего в беде, и тем не менее, этот принцип работает совершенно безотказно.
Я вас опять же не призываю верить. Вы просто возьмите и проверьте. Ну а объяснение для разума тоже имеется. Как вы знаете, весь мир построен на принципе дуализма. Все имеет свою противоположную сторону. Есть свет и есть тьма, есть черное и есть белое, положительное и отрицательное, плотное и пустое и так далее. Любое равновесие в природе может отклониться либо в одну, либо в другую сторону. Когда вы идете по бревну и наклоняетесь, то поднимаете руку с другой стороны, чтобы компенсировать отклонение. Каждое событие на линии жизни имеет также два ответвления в благоприятную и в неблагоприятную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор, как к нему относиться. Если рассматриваете событие как позитивное, попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Однако склонность к негативизму заставляет человека выражать недовольство и выбирать неблагоприятное ответвление. Человек с самого утра раздражается по малейшему поводу, потом еще, и так весь день превращается в сплошную череду неприятностей. Вы сами прекрасно знаете, что даже в мелочах, стоит лишь выйти из равновесия, тут же следует драматическое развитие негативного сценария. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется выбором, который вы делаете на развилке. Вас раздосадовала какая-то мелочь, и вы уже излучаете на частоте неблагоприятного ответвления. К тому же негативное отношение создает потенциал напряженности, который забирает часть вашей энергии и намерения, вы действуете уже неэффективно, и вот встречаетесь с новой более крупной неприятностью. Можете себе представить, куда вас уводит за всю жизнь такая вот вереница негативных ответвлений. Оттого и происходит смещение поколений. А теперь представьте себе другой сценарий. Вы сталкиваетесь с каким-то досадным обстоятельством. Погодите формировать свое негативное отношение и реагировать примитивно, как устрица. Скажите себе «стоп», ведь это всего лишь игра с глиняным болваном. Ну ладно, болванчик, давай поиграем. Несмотря ни на что, настройтесь на позитивный лад и притворитесь, что это событие вас радует. Ведь недаром появились поговорки «нет худа», без добра и не было бы счастья, да несчастье помогло. Попытайтесь поискать позитивное зерно в досадном событии. Если вы даже ничего не найдете, все равно порадуйтесь. Заведите себе идиотскую привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселей, чем раздражаться и ныть по любому поводу. Вам предстоит убедиться, что в большинстве случаев ваша неприятность в самом деле играет на руку. Даже если это будет не так, можете быть уверены, благодаря своему позитивному отношению, вы очутились на благоприятном ответвлении и избежали других неприятностей. Вообще неприятности – это всегда нарушение нормы. Они не угодны только вам, потому что являются сильным отклонением от равновесия и требуют дополнительных затрат энергии. Энергия эта расходуется вами же, когда сами создаете себе препятствия, а потом преодолеваете их. Напротив, удача, когда вы довольны, является нормой. А недовольны обычно тогда, когда сталкиваетесь с отклонением от вашего сценария. Как только разум видит нарушение принятого им сценария, он сразу рассматривает это изменение в негативном свете, а поэтому выражает соответствующее отношение и стремится навязать ситуации контроль в своем понимании. Так вот, теперь объясните своему разуму правила новой игры. Скажите ему, он по-прежнему будет держать контроль, вот только функция этого контроля теперь состоит в том, чтобы любое событие воспринимать как позитивное. Активизируйте смотрителя в самом начале пьесы, например, в начале дня. Обычно вы примерно представляете, как должны развиваться события. В момент, когда сценарий на ваших глазах меняется, необходимо принять изменения, согласиться с ними. Ведь вы воспринимаете событие как негативное лишь потому, что оно не вписывается в ваш сценарий. Сделайте вид, будто это как раз вам и нужно. Таким образом получается скользящий и динамичный контроль за внесением изменений в сценарий. Вы не торопитесь выражать недовольство и бороться с ситуацией,
потому что по ходу пьесы приняли изменения в сценарии. Отказавшись от контроля за сценарием, вы его получите. Контроль будет направлен не на борьбу с течением вариантов, а на следование ему. Секрет координации состоит в том, чтобы отпустить хватку и одновременно взять ситуацию в свои руки. Когда разум держит хватку, он не позволяет ситуации развиваться по течению вариантов. Принимая любые изменения в сценарии как должное, вы отказываетесь от навязывания своего контроля. Это означает отказаться от контроля и одновременно держать свое отношение, а следовательно и ситуацию, под контролем. В конечном итоге вы лишь хотите избежать проблемы жить так, чтобы все складывалось удачно. Так оно и будет, если начнете пользоваться принципом координации. Это даже эффективней, чем пытаться влиять на события своим внешним намерением. Дело в том, что разум, как уже говорилось, не может идеально просчитать наперед все ходы. Ведь вы не одни живете в этом мире. Слой вашего мира пересекается с множеством слоев других людей, и они тоже постоянно чего-то добиваются. Но разуму и нет надобности просчитывать события наперед. Все, что нужно, это крутить целевой слайд и следовать принципу координации. Тогда внешнее намерение успешно приведет вас к цели. Надо отметить, что координация вырабатывается практикой. Если вы просто умозрительно поняли принцип координации, этого еще недостаточно. Необходимо постоянно развивать и совершенствовать эту способность. Ваш смотритель должен работать постоянно. Не пропустите момент, когда вы незаметно для себя будете втянуты в негативную игру. Координация – это самый эффективный способ движения в пространстве вариантов. Вы встречаете каждое событие как позитивное, и тем самым всегда выходите на благоприятное ответвление, все чаще встречаетесь с волной удачи. Но не витаете в облаках, потому что действуете намеренно и осознанно. Таким образом вы балансируете на волне удачи. В этом заключается основная суть трансерфинга.